Вы на канале «Срочно событий». Подпишитесь сейчас на наш канал, чтобы ежедневно получать самые последние новости со всего мира. На самом деле эта неделя была очень интересной, много событий произошло. Начнем с самого главного северного направления здесь. Наши войска после предыдущей недели, довольно серьезная подготовительная работа, артиллерия, реакции начали атаки свои на Купенском направлении, на Сватовском направлении. Причем на Купленском направлении удалось рассечь группировку противника и превратить двуречный плацдарм противника на его восточном берегу. Это пока еще плацдарм, его не смогли зачистить атаки были, но противник потянул резервы, смог стабилизировать линию фронта и не дал нашим войскам сбросить себя в реку. То же самое южнее по направлению Купенского, наши войска, взяв некоторые позиции противника, продвинулись на пару километров вперед и остановились, и дальше обрабатывают передовые позиции противника артиллерийским огнем, авиацией. Если внимательно присмотреться, то здесь применяется ровно та же тактика, как и подростков, где чвалкование в первом выработали в условиях нынешней, не совсем готовности российской армии, технических средств к наступлению. Широкомасштабному они выработали свою тактику ведения наступательных операций, и тактику перенимают у них обычно регулярные силы российских вооруженных сил под Купенском, и я вижу, что то же самое примерно происходит в Сватово. Наши войска обрабатывают лирическим огнем позиции противника, потом короткими атаками выбивают занятых позиций и постепенно оттесняют его на запад, подготавливая исходные рубежи для главной атаки, которая вероятнее всего начнется уже в новом году, пока здесь противника резервы перемалывается. Передовые позиции перемалываются, и артиллерийская группировка противника также прореживается, чтобы потом легче было наступать, это что касается Харьковского направления южнее. Здесь также были заметны изменения за предыдущую неделю, ЧВК «Вагнер» за последнюю семитку активно наступал севернее Солидара и южнее Артемовска, причем упорные проламывания линии обороны именно этих рубежах показывает, что задумка наступления российского командой на они гораздо более широкая, чем казалось ранее, просто взятие Бахмута потом. Ну и Артемовска по-нашему да затем Солидара, и отбросы противника на следующую линию обороны очень плохое, что вбивая клин между Солидаром и Северском, и одновременно имея в виду, что наши войска под Свата вам могут под Кременной атаковать противнику тыл, мы держим в голове также и Северскую наступать на операцию течением противника от его основных путей снабжения, чтобы взять его оперативно, а лучше всего полное окружение, либо заставить оставить свои позиции и оттянуться далеко на запад.